у меня просто вся жизнь перед глазами пролетела. У меня еще машину занесло. И просто будет паровоз такой, да, из разбитых машин. Всем привет! В этом видео я отправлюсь с детьми в Катовицы. Мы там ни разу не были. И поедем мы туда, конечно же, не отдыхать, а по делу. Едем на консультацию перед операцией детям. Я никогда не ездила сама за рулем так далеко, ехать 3 часа в одну сторону, плюс еще выпал снег, все заснежено, надеюсь, дорога будет легкой, так что приятного просмотра. В Катовицах мы не были никогда, и едем первый раз туда, особенно еду туда одна на машине с детьми, тем более первый раз. И насколько я смотрела погоду, там вчера был целый день снегопад, поэтому, надеюсь, мы по дороге нигде не застрянем. Взяли с собой еду, тут булочки, йогурты, батончики, яйца даже отварила, сок. Няшка там сейчас воду фильтрует обычную. Вот. И яблоки, и будем делать остановку по дороге, чтобы покушать. Ну что, мы уже собраны. Одеты, сейчас будем выходить. Погода на улице холодная, посмотрите. Вот так вот у нас сейчас во Вроцлаве. Холодно, но, слава богу, снег именно пока что не идет. Ну что, мы выехали с Богом. Сейчас заеду в Жабку, возьму себе кофе в дорогу, потому что дома не попила, потому что дома закончилось кофе. Вот, и возьму кофе. Надеюсь, доедем без приключений. В общем, буду по возможности стараться снимать весь этот наш путь. Так что мы выехали утром, а приедем домой в итоге аж вечером. Все, кофе взяла. И теперь уже отправляемся. Ехать нам показывает 250 километров, 3 часа ровно. Проехала я полчаса и поняла, что у меня либо омывайка для стекла закончилась, либо она просто заморозилась. Я не знаю. Но если бы она закончилась, мне бы показала машина бы. Короче, солнце светит прямо в глаз, стекло лобовое грязное. Просто я не могу, я нажимаю чтобы помыть окно, а у меня просто ничего не льется. Я не знаю, что делать. Наверное, придется останавливаться на каких-то, не знаю, либо заправках и мыть там окно. А если там не будет щетки, чтобы мыть окно, тогда на обычных паркингах, и, слава богу, у нас есть бутылка воды, у нас есть такая здесь губка для машины, и мыть так лобовое тогда, а как по-другому? Но оно такое грязное, что солнце светит прямо в лицо, из-за этого ничего не видно. Если бы солнце не светило в лицо, то было бы еще как бы нормально. Ну, посмотрим, может быть, я где-то там поверну, не знаю. Но сомневаюсь, мне 145 километров вот так вот ехать прямо. Жесть. Вот я держу камеру, не знаю, видно вам что-то или нет. Солнце светит. Видно ли, какое грязное окно, но это, конечно, жесть. Здесь еще по этой трассе можно ехать 140 километров в час. Видите, 140 километров в час. Сейчас на улице показывает минус 5 градусов. С утра прямо было минус 10. Но сейчас солнце вышло и немножко потеплело. Я, конечно, не еду 140 километров, иначе машина наша съест просто весь бензин, который я залила в бак. Очень у нас такая прожорливая машина. Еду я 128-130 максимум. Я как-то просто пробовала, мы тестировали ехать 130 максимум и ехать, например, больше 130. Вот как только больше 130 едем, то сразу расход очень большой, очень большой. Там, не знаю, 10 литров точно по трассе, а когда 120-130, то расход, поменьше, там 7-8 бывает, по-разному. Ну что, мы сделали остановку. Нам осталось ехать ровно половину, 1,5 часа еще где-то. Там 100 с копейками километров. Остановились на туалет, на перекусить. Вот, милашка побежала в туалет.
Адюшка кушает булочку немножко, ножки здесь топает ножками, чтобы не устать сидеть 3 часа. Вот. Здесь в основном фуры стоят. Такой туалет. Заправка даже есть какая-то, Greenway. Там было написано, что заправка, но я так понимаю, что она бесконтактная, то есть заправляешь, сам карточкой рассчитался. Или это непонятно, или это зарядка на машину. В общем, больше здесь ничего нет. То есть таких ларьков, чтобы пойти там кофе взять, здесь нет. Нам и не надо. Что, замерзла? Холодно? В машине тепло было. Вот так ножками. Иди сюда на солнышко и потопай ножками. Потопай так ножками, потанцуй. Вот. Видишь, мама тоже топает. А Влад мне голосовые сообщения пишет в Телеграм. Ну что, как ты? Ты молодец. Я за тебя переживаю. Влад, в общем, еще со вчерашнего дня переживает, как я доеду и как вообще дорога пройдет. Говорит, ты почувствуешь себя дальнобойщиком. Потому что так долго я еще ни разу не ездила. То есть максимально долго, сколько я за рулем ездила, это вот когда я Влада, например, с работы забираю, еду в Познань. То есть там 1,5 часа примерно. Максимум 2 я ехала, может быть, за рулем. А здесь 3 часа надо. Поэтому без остановки никак, особенно если с детьми. Возможно, если бы я ехала сама, может быть, я и без остановки бы, в принципе, справилась. Но так тяжело, долго за рулем. Тяжело. Не представляю, как Влад, конечно, на работе часами сидит за рулем. Но у него, конечно, сиденье поудобнее будет, наверное, чем в обычной легковушке. Но все равно сложно, очень сложно. Но благо, дорога, кстати, хорошая. Не скользкая, нет гололеда, нет снега на дороге, это супер. Но вроде бы ближе к Катовицам там будет снег. Не знаю, может быть, трасса будет чистая. Вот как раз посмотрим. Все, ты сходила? Да. Перекусила? Да. Будем ехать? Нет. Что будем делать? Стоять? Иди хочу. Вот про такое грязное, видите, стекло я говорила. Вот так вот я ехала. Короче, что делаем? Здесь помыть не можем, поэтому берем воду, берем губку и моем руками. Все, готово. Промыла лобовое, заднее стекло, немножко боковое. Машина, конечно, жуть какая грязная просто. Ну все, можно ехать. Смотрите, как красиво просто за окном снег, поля все в снегу. Класс. Очень красиво. Дюш, ты не устала еще? Ади песенку поет. Я все съела, я все съела. Съела 2 куска яблока. Ты не устала? Ну что, мы приехали. Тут, конечно, деревня. Здесь, в этой деревне, находится вот эта больница. Вот возле больницы Жабка. И, в принципе, здесь больше ничего нет. Короче, это находится примерно в 50 километров от Катовиц. То есть это не в самих Катовицах. Вот видите указатель деревни. И здесь поле. Здесь Жабка. И вот туда, получается, там будет вот эта больница. Но что случилось буквально недавно на трассе, когда я ехала, у меня до сих пор сердце колотится, если честно. У меня просто вся жизнь перед глазами пролетела. Вот я серьезно говорю. Я ехала, думаю, боже мой, дай бог доехать, пожалуйста, спокойно. Сейчас расскажу. В общем, еду я свои 128 километров, то есть я больше 130 не ехала. А можно ехать по трассе 140, стоит знак.
То есть я еду меньше, я еду по левой полосе. Все легковушки, в принципе, едут по левой полосе практически. По правой полосе колонна с фурами, с грузовиками. То есть там даже нету между ними такого большого отрыва, например, да, чтобы перестраиваться. Поэтому постоянно как бы по левой полосе легковушки едут. И я еду, передо мной тоже машина, между нами нормальная такая дистанция. Я помню, Влад мне все время, Влад сейчас смотрит, наверное, это, и у него у самого сердце начнет колотиться. Дистанцию надо держать, и дистанция нормальная. И тут я вижу, что резко тормозят и правая полоса с фурами, и левая полоса с легковушками. Я не знаю, что там впереди. Просто не знаю, все как бы, да, на большой скорости. Но я резко торможу, получается, и я понимаю, что я не успеваю тормозить. Ну, то есть я полностью в тормоз нажала, педаль, но машина начала пищать, сигналить, что я сейчас врежусь впереди стоящую машину, как бы, ну, впереди машина, которая впереди меня ехала. И я сама понимаю, что это так и будет, что я не успею. И у меня вся жизнь просто перед глазами. Я понимаю, что я сейчас врезаюсь, та машина врезается впереди стоящую, та еще, наверное, впереди стоящую. И просто будет паровоз такой, да, из разбитых машин. Я никогда не попадала в ДТП в плане, когда в меня врезаются. Машина именно врезается. Или я в машину, слава богу, не дай бог. И я такая, блин, это просто вот реально секунда времени. Надо подумать. Впереди, справа фуры. Я просто понимаю, что у меня не... А слева отбойник стоит, ну вот этот заборчик. Мне влево не могу. Только вправо. Я руль резко вправо, прямо перед легковушкой, в которую я вот-вот сейчас врежусь. И я становлюсь между фурами в правой полосе. Прямо перед фурой проскакиваю. Я думала, меня фура прибьет, там, засигналит. Нет, не сигналила. Но, наверное, водитель там точно был не рад и, наверное, обматерился по полной программе. Блин, я из-за того, что резко, у меня еще машину занесло. У меня включился ОБС, когда я тормозила в машине, но он не справился с торможением. То есть машина с ОБСом начала вот так вот тормозить, такие звуки издавать. О, это капец, это просто капец. Просто чисто повезло, не знаю, 1% из 100, что в правой полосе фуры, получается, тоже тормозили и двигались, да. И я, получается, когда тормозила, прямо вклинилась вот в этот небольшой как бы разрыв между фурами. Если бы получилось так, что в момент, когда мне уже надо что-то делать, вот-вот я сейчас столкнусь с машиной спереди, а справа, например, фура прямо сбоку стоит, ну, я бы как? Ну, никак, все, я же в фуру не врежусь, получается, приходится врезаться в машину сзади. Слава богу, что так. Боже, это просто чудо. Я ехала, я вся мокрая сразу стала, мне так жарко стало. Милана, Адриана вообще ничего не поняла. Милана, мама, что случилось? Я такая, так, Милана, дай мне отдышаться. Это вообще, ребят, у меня до сих пор сердце тук-тук-тук-тук. Я еду дальше, не понимаю, что происходит. Ну, вот так вот еле-еле тащились дальше мы на маленькой скорости. Не знаю, может, где-то там впереди авария или что, но там буквально недалеко уже я свернула с дороги на съезд. И я так и не знаю, что там впереди было, а дальше пробка так и продолжалась. Может, какая-то авария впереди, непонятно. Короче, это капец. Это просто, я просто в шоке. Адюша спит. Смотрите, какая машина грязная, капец. Адюша спит, Милана в телефоне. А я, наверное, сейчас поедем. У нас есть 2 часа времени до врача. Поедем, наверное, поищем заправку. Заправить надо машину, потому что бензина на обратную дорогу не хватит. И заодно куплю омыватель для стекла, если будет на заправке. Влад сказал, что, скорее всего, этот омыватель не зимний, который залит в машине, и он замерз. А у меня очень грязное стекло, это очень неудобно. Поэтому посмотрю еще омыватель. Не знаю, куда его вливать. Влад сказал, объяснит. Вот так вот, когда живешь с мужем дальнобойщиком, то приходится дома и под капот лазить. И, короче, хорошо, что не под машину. Все, мы пришли.
Здесь, смотрите, снега побольше, чем у нас во Вроцлаве. Вот такие сугробы здесь. Милана еще додумалась, кроссовки одела летние. Сейчас будут мокрые ноги, Милан. Там, где не ступала нога человека, называется. Ладно, пойдем. Сугробы классные. Пойдемте, дети. Адюш, пойдем, зайка. Пойдем. Заходим. Адюшка, заходи. Так, заходи. Здесь так чистенько, аккуратно. Никого нет. Вот, видите, чисто. Вот нам сюда. Нам еще час, конечно, ждать, да? Дюшка сидит, ждет. Здесь сразу туалет. Они уже ушли. А, там бабочка у тебя была? Да. Все, уже ушла бабочка. Мы уже заплатили за прием 600 злотых за двоих. Здесь, видите, ценники забегов, разные операции. Можно остановить, посмотреть. Ну так, недешево. В туалете очень чисто. Смотрите, даже душ есть. Стульчик даже есть для деток маленьких. И этот для туалета для деток. Классно. Мы у врача. Врач вышел. Ее вызвали в другой кабинет. Вот здесь такие аппаратуры. Милашку уже посмотрели. Все, потом расскажу, когда выйдем. Сейчас ждем, Адюшу будут смотреть. Да, Адюшка? Не боишься? Не-а. Ну что, рассказываю по поводу приема у врача. Мы пришли, посмотрели сначала Милану, потом Адриану. Не хотели смотреть камерой, я настояла. Ну как бы, я что, зря платила деньги. В общем, посмотрели сначала Милану камерой, там и уши, и нос, все посмотрели. Сказали, что у нее не 70% увеличена третья миндалина, как показал врач предыдущий, а всего лишь 30%. Поэтому она не хотела давать ей направление на операцию. Вот. Но я настояла, сказала, что нам надо, нам еще в Беларуси говорили, что нужно. Поэтому все-таки дала. Потом начали смотреть Адриану. Вот. Адриане как бы без проблем все дала направление. И я уже записалась на операцию на 3 марта. Это чуть больше месяца, там примерно через 1,5 месяца. Это очень быстро по сравнению с тем, что во Вроцлаве нужно 2 года ждать. 3 марта нужно приехать сюда в 7 утра. И в этот день ничего не пить и не кушать. Не знаю, как мы справимся с этим. Я переживаю за Адриану, она любительница покушать. Сказали, что так как мы живем далеко, нам 3 часа ехать, то нас будут ложить на 1 ночь, сделают операцию, и на следующий день утром мы можем ехать домой. Вот. Поэтому я хотела без ночевки, но без ночевки, сказали, будет очень сложно, потому что мы приезжаем в 7 утра, но когда именно сделают операцию, неизвестно. Мы как бы становимся в живую очередь. Мы заехали в торговый центр, здесь недалеко. Влад нашел мне большой торговый центр, скинул точку, чтобы я туда поехала, встала на подземный паркинг. Тогда, возможно, омывайка для стекла разморозится и будет работать. Но когда я приехала, здесь подземный паркинг очень холодный, поэтому шансов, что разморозится, ну, примерно 0. Так что мы сюда просто зашли, чуть-чуть посидели, я выпила кофе. Дети сходили в туалет и купила им картошку фри в дорогу в Макдональдсе, чтобы они покушали. И будем ехать как есть. Уже на улице темно. Будем просто часто останавливаться и мыть руками стекло. Детям взяла Макдональдс. Пока они сидят, меня в торговом центре ждут. Адриана играет в планшет, Милана в телефон. И будем ехать. Нам еще 3 часа ехать. Я уже хочу домой. Я вас потеряла. Смотрите, что у меня есть для вас.
Нет, Что? это в машине будете кушать в дороге. Это что? Картошка, только она без кетчупа. Да, ну чтобы не запачкаться. Чего они такие горячие? Ну вкусно же, картошка фри будешь? Это в машине было. Это папа вам купил. Спасибо, папа. Удаленно. Набрали специально бутылку воды здесь в туалете, чтобы, если вдруг не буду останавливаться на заправках, а на таких паркингах, где ничего нет, чтобы поливать водой стекло, и у меня губка есть, и мыть. Вот так вот. Но Влад сказал, что вроде бы как дождь может пойти по прогнозу погоды, то, может быть, тогда не придется останавливаться. Но что-то я сомневаюсь, что дождь будет, пока даже тут и не пахнет дождем. Un perrito necesario, con el convito en todas partes. En VIP con faldita se ve bien chimbita. Está puesta pa'l party. Un perrito necesario, con el convito en todas partes. En VIP con faldita se ve bien chimbita. La cosa es clara, si tienes gato no me mires hacia la cara. Ojo con las palabras de pique son malas. Es un secreto pero a Chencho no le asara. Ella y ese piquete con ese culito que se sabe mover. No van a defender. Все, мы дома наконец-то. Это было, конечно, сложно. Особенно за секунду до аварии был интересный момент. Но справилась я. Это, наверное, такой опыт большой для меня. Сейчас будем готовиться ко сну. Завтра школа, садик. Слава богу, сделали большое дело. Так что 3 марта у Миланы и у Адрианы операция с ночевкой в больнице. Вот, не знаю, кто поедет, Влад или я. Влад как раз будет выходной в это время. Посмотрим. Насколько я знаю, в Польше родителю кровати не предоставляется. Нам просто повезло, что реально дорога была не скользкая, чистая, хоть и снег выпадал вчера. И на обратном пути уже лобовое стекло не пачкалось у меня от дороги, от колес передних машин, поэтому я не останавливалась, не делала остановку на обратном пути. И не пришлось мне мыть вручную лобовое стекло. Поэтому полностью проехала прям до дому, ни разу не мыла. Очень здорово, чтобы я еще буду останавливаться каждые полчаса. Не знаю, как так получилось, что в ту сторону лобовое стекло пачкалось очень быстро, а назад вообще нет. Ну вот как-то странно, дорога что ли высохла. Влад сказал, что он не против лечь с детьми в больницу 3 марта на операцию, чтобы мне не ехать снова, так как это с ночевкой еще. Но вопрос в том, где он там будет спать. То есть, скорее всего, не предоставляется кровать. Как мы слышали, это может быть вообще просто кресло. Сидя спать придется, а у него грыжа есть в спине, и спина просто будет болеть, если вот в таком неудобном положении спать. Поэтому посмотрим. Я не знаю, я и забыла спросить даже там в регистратуре. Возможно, будем звонить. Если что-то предоставляют, тогда Влад поедет. Если нет, то тогда, скорее всего, поеду снова я. Что не очень хочется, но посмотрим. А я буду с вами прощаться. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Всем пока-пока.